Как мы стали рабами продуктивности? Ты работаешь снова, день за днем, устал, но продолжаешь, потому что надо, потому что деньги, потому что кто ты без работы? Ты не отдыхаешь, потому что боишься остановиться. Если замедлишься, все рухнет. Успешные люди, предприниматели, блогеры, эксперты нам кричат: вставай в 5 утра, работай 24/7, пока другие спят. Кто не пашет, тот никто. 76% сотрудников во всем мире выгорели хотя бы раз, а 59% миллениалов готовы уволиться из-за стресса. Но что если это не твоя вина? Что если ты просто жертва системы, где работа – это смысл жизни, а отдых – слабость? Подписывайся на канал, давай разбираться вместе. Как мы стали рабами продуктивности? Работай 24/7. Не ной. Кто много работает, тот успешен. Знакомая установка? Нас заставляют верить, что переработки равно успех. Все началось еще во время индустриальной эпохи, но в 21 веке мы получили нового врага – инфо-цыган и токсичных гуру. «Спи по 4 часа, будешь миллионером», – говорят коучи. «Я работаю 120 часов в неделю, а ты просто ленивый», – заявляет Илон Маск. В 20 лет ты должен работать на износ, чтобы наслаждаться жизнью потом. А что мы видим в реальности? Япония, Кароси, смерть от переработок. Молодые люди умирают от стресса, не выдерживая давления. В Амазон люди падают в обморок на складе, но их не отпускают домой. И это участь не только обычных людей, но и известных. Например, Эллен Дедженерес ушла с ТВ из-за эмоционального выгорания, а Наоми Осака, теннисистка, отказалась выступать на турнирах из-за ментального истощения. Тим Кук, CEO Apple, признался, что работал по 80 часов в неделю, и это сломало его здоровье. А премьер-министр Японии Кейдзо Обути скончался прямо на своем рабочем месте. За 20 месяцев пребывания на своем пути имел всего 3 выходных дня и трудился не меньше, чем 12 часов в сутки. А офисный сотрудник 10 лет работал без отпуска и однажды просто не смог встать с кровати. Выгорание – это не усталость. Это конец. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала выгорание болезнью. Симптомы выгорания. Первое. Потеря мотивации. Даже любимая работа превращается в пытку. Второе. Постоянная усталость. Ты вроде спал, но все равно разбит. Третье. Эмоциональное опустошение. Тебе все равно на успехи и неудачи. Четвертое. Раздражительность. Коллеги бесят, клиенты бесят, ты бесишься сам. Пятое. Ощущение, что все бессмысленно. Если у тебя есть хотя бы 3 из 5 пунктов, поздравляю, ты уже горишь. Почему в 21 веке продуктивность стала новой религией? Работай, работай, работай. Если ты не продуктивен, ты никто. Если ты не пашешь, ты не заслуживаешь успеха. Если не работаешь 24/7, ты проиграл. Кто внушил нам, что наша ценность измеряется количеством выполненных задач? Как нам угораздило стать рабами продуктивности? В 19 веке 12-часовой рабочий день был обычным делом, и человек был винтиком в машине капитализма. Чем больше ты работаешь, тем более полезен обществу. А в 20 веке появилась офисная культура и культ карьерного роста. В 50-х появилась идея: карьерный успех – это смысл жизни. Работник должен не просто работать, а гореть на работе. А в 21 веке токсичная продуктивность – это уже как стандарт. Офисный работник теперь должен быть гением продуктивности. Работай умнее, а не больше, на деле означает работай и умнее, и больше. Лозунги «ты можешь все» приводят к невротической погоне за успехом. Мы стали не людьми, а машинами эффективности. А давайте разберем психологию продуктивности. Почему мы работаем до выгорания? Первое. Работать мало равно быть никем. Если ты не занят, значит ты лентяй. Если ты не в потоке задач, значит ты недостаточно стараешься. Второе. Ты можешь больше. Самый опасный миф. Лозунг
Развивайся– это скрытое давление работать еще больше. Успешные люди читают по 100 книг в год, встают в 5 утра, занимаются спортом. Но живут ли они вообще? Третье. Тревога и страх быть недостаточно продуктивным. Если ты не в деле, ты пропускаешь возможности, а если ты не перерабатываешь, тебя легко заменить. Продуктивность превратилась в источник стресса. Работа больше не просто работа, это показатель твоей ценности в обществе. Моя история. У меня была начальница, которая в понедельник в 8:50 была уже в офисе, раньше всех, ждала, чтобы все приходили вовремя, а потом спрашивала, кто что делал на выходных. Она рассказывала, как она в субботу в 6 утра проснулась, ходила на тренировку, на встречу с подругами, потом книгу какую-то прочитала, еще провела ночные звонки с командой из головного офиса. И когда она мне все это рассказывала, я смотрела на нее и думала, сказать ей или не сказать, что в субботу я после 5-дневной офисной работы сплю до 3 часов дня, а потом заказываю доставку корейской еды и целый день смотрю аниме, даже с кровати не встаю. Но я тогда думала, что это со мной что-то не так, что я такой бездельник, и я чувствовала угрызение совести, что на выходных я непродуктивна. И я реально, смотря на таких суперпродуктивных людей, которые даже в метро, где не ловят интернет, начинают прослушивать сообщения, аудиозаписи и что-то постоянно делать. Рядом с ними ты не можешь просто сесть и посмотреть, ах, какая замечательная жизнь, потому что они куда-то вечно бегут, и ты должен вечно куда-то бежать. А к чему приводит такая токсичная продуктивность? Выгорание ведет к депрессии. Депрессия ведет к потере смысла. То есть человек просто уже не хочет жить. Постоянное давление работать лучше, быстрее, эффективнее приводит к эмоциональному истощению. Исследования показывают, что 80% сотрудников сталкиваются с симптомами выгорания, и работа мечты превращается кошмар. И физическими последствиями оказываются бессонница, тревожность, проблемы с сердцем, психосоматические заболевания. Люди перестают отдыхать, потому что надо быть продуктивным. Продуктивность – это не суперсила, это новое рабство. Я так часто говорю про рабство, видимо, надо уже снять и разобраться про настоящее рабство. Пишите в комментариях, нужен ли такой вам ролик, потому что ваши комментарии – это новые темы для роликов, поэтому пишите. Давайте подытожим, почему нас накручивают работать до смерти. Виноваты ли ты и твоя слабая психика, или это ловушка? Это все из-за феномена культа продуктивности. Почему нас учат вставать в 5 утра и работать, пока не сдохнешь? Как соцсети создают иллюзию, что если ты не успешен, ты неудачник. И почему нам не разрешают отдыхать без чувства вины, отпроситься с работы, поехать в отпуск куда-то и не отвечать по рабочим моментам? Почему мы из-за своего желания просто отдохнуть во время положенного времени для отдыха чувствуем чувство вины, что мы не работаем? Есть еще эффект Даннинга-Крюгера, когда неопытные люди перерабатывают, думая, что это их сделает лучшими. И давайте еще пару примеров разберем, что в Amazon, оказывается, сотрудники работают без перерывов и даже ходят в туалет в бутылке. Я сама офигела, когда эту новость прочитала. А в Tesla Илон Маск хвастался, что спал на заводе, потому что успех требует жертв. И еще есть токсичная мотивация. Ты должен быть благодарен за свою работу. Не нравится? Уходи. За дверью очередь. Просто будь сильнее, не жалуйся. Ты чё, тряпка? Это уже феномен продуктивного рабства, когда человек работает не ради себя, а потому что, ну так надо. Как теперь понять, что ты уже выгорел? Выгорание начинается незаметно. И как его распознать? Есть 3 стадии выгорания. Первая – энтузиазм. Я сделаю все. Я докажу, что я лучший. Вторая стадия – истощение. Почему я так устал, но не могу остановиться? И третья стадия – апатия. Мне уже все равно. Просто платите мне деньги. И куча примеров, когда учителя
которые сгорают на работе, потому что ученики их смысл, врачи, которые работают без сна и теряют эмпатию к пациентам. Я сейчас тебе задам 3 вопроса. Можешь написать в комментариях, либо у себя в заметках. Первое. Когда последний раз ты чувствовал радость от работы? Второе. Ты бы работал там, где ты работаешь сейчас, бесплатно? И третье. Ты бы рекомендовал свою работу другу? Пойми, что твоя ценность не измеряется количеством задач. И ты не машина, чтобы работать на пределе. Жизнь – это не только KPI и дедлайны. Сколько раз я уже повторяю, ставь границы. Я не беру работу домой. Я не проверяю почту после 19:00. Я не отвечаю в мессенджере в выходные. Пойми, что работать – это не значит жить. Карьера – это только часть нашей жизни. Важно развивать себя вне работы. Отдых, хобби, отношения, спорт. Переходи в мой телеграм-канал. Как ты думаешь, продуктивность – это успех или ловушка? Напиши в комментариях, давайте обсуждать. И, конечно же, финальный вопрос. Идеалы или реальность? Что ты уже выбрал?